Всем привет и здравствуйте, меня зовут Лиен. Добро пожаловать на новый вязальный влог, который такой получился немножко сумбурный, потому что я сейчас готовлюсь к поездке в Сеул. И вообще я это видео снимаю больше, по-моему, недели, около 2 недель. Ну, где-то примерно 10 дней, я уже не помню, что я там вначале снимала. Очень много у меня начатого. Для меня много. Это одно изделие плечевое на крючке, крючком, одно плечевое изделие спицами. Они в этом влоге еще не будут закончены, но также будет интересно взглянуть, что это такое. И из законченных готовых изделий у меня только аксессуары, которые я вам в этом видео покажу. Мне кажется, этот влог получился максимально домашним. Поэтому я его буду немного разбавлять некоторыми кадрами Вьетнама, там каких-то, может, кофеин, потому что когда вот так чисто дома я снимаю, мне кажется, что видео получается как в 4 стенах, и от этого мне самой становится дискомфортно, когда я его обрабатываю, поэтому, чтобы разрядить как-то атмосферу, буду иногда вставлять кадры солнечного Вьетнама, солнечного Дананга. Кстати, если вы слышали новости, во Вьетнаме был тайфун. Он был прямо напротив Дананга. Какие-то районы прям очень затронуло сильно. Там были такие кадры, я не буду ни сюда вставлять, ну, не говорю, чтобы вы смотрели. В общем, там потопило, это в каких-то деревенских районах. Вот, мы живем в городе, здесь, слава богу, все нормально, но у нас пятница, суббота, воскресенье был очень сильный шторм, окна прям шатались, деревья колыхались, но не до такой степени, как в прошлом году, например, потому что в прошлом году наш предыдущий хозяин на другой квартире, он прям забивал окна специально там досочками, чтобы ничего не случилось, и также были сильные предупреждения никуда не выходить, старались, конечно, мы это делать, но все равно вьетнамцы, как вот они работают вечером, открывают свои кофейни с караоке, так и было как бы и в прошлом году, и сейчас. Поэтому в городе как-то не особо, слава богу, тайфун дошел. Но всегда, когда видишь эти новости, вот надвигается тайфун. Я думаю, боже мой, нет, опять. Все местные уже привыкли и как-то вот так живем. Ну, давайте, наверное, вернемся на неделю назад, или когда я там начинала снимать, и начнем все сначала смотреть. Встретимся с вами уже в конце видео. Хочу показать вам чепчик, который я на днях довязала на спицах. Я его уже постирала. Вот так он хорошо выглядит. Я почему-то думала, что после стирки совсем сильно распушится, потому что пряжа такая не очень хорошая, бюджетная. Но, на удивление, пока что нормально. Мне нравится, как получилось. Сейчас я его примерю. Он, мне кажется, получился немного больше, чем в мастер-классе, потому что пряжа крупная. На мне, конечно, с короткими волосами что-то непонятно, что куда. Может, как-то укладку надо делать, либо волосы вперед убирать. Я его потом еще как-нибудь примерю с другим нарядом, чтобы было нормально видно. Ну, в общем, вот такой чепчик. Возможно, еще будет симпатично его носить вот так, завязывая сзади, как шапочку. Такой вариант мне тоже нравится. Нормально. Или, мне кажется, первый раз я его не очень правильно завязала. Наверное, нужно его чуть-чуть назад отодвинуть и завязать спереди. Вот так. Здесь еще такой момент, который я бы хотела немножко спрятать. Вот, наверное, сейчас переверну камеру и покажу поближе. В общем, смотрите, здесь очень красиво идет набор с прибавками. Их не особо видно, то есть они такие какие-то плоские, симпатичные, ровненькие. Но на убавках там так интересно вяжется. Мне вообще понравилось вязать на самом деле убавки, только видите, они получаются выпуклыми. Я не знаю, должно так быть или нет. Я вроде все правильно делала, но, возможно, у меня это очень сильно заметно по той причине, что сама по себе пряжа плотненькая, такая толстая. И, может быть, надо было спицы побольше взять, не знаю. Короче, здесь мне не нравится то, что она так выпирает. В принципе, можно оставить, ничего страшного нет, но все равно, если сравнивать вот так левую и правую сторону, то они отличаются. Здесь прям очень аккуратно справа, здесь не очень красиво. Поэтому я думаю, это чуть-чуть спрятать при помощи вышивки. Сейчас возьму мулине, либо не сейчас, а потом возьму мулине и попробую сделать, может быть, имитацию ветки, прям такую длинную от начала до конца. Возможно, сделаю зеленую веточку и с листиками сюда, по эти стороны. Либо просто много каких-нибудь цветочков. В общем, попробую что-то такое здесь спрятать. Может быть, придется еще с обратной стороны тоже вязать.
Ладно, короче, это у меня будет такой чепчик с вышивкой. Попробую что-нибудь с этим придумать. Вау. У нас идет дождь. Наверное, будет слышно немножко. Прям весь день идет ливень. И так, мой бардак творческий. Сейчас у меня в процессе вязания крючком есть такой небольшой проект по мастер-классу. Где-нибудь здесь оставлю я либо ссылку, либо оставлю ссылку, либо вот здесь тоже картинку какую-нибудь прицеплю, прикреплю. Вяжу я такую красивую вещь. У меня связана уже спинка и перед, абсолютно одинаковые две части. Вот они. Мне очень нравится сочетание цветов голубой и синий. Я взяла остатки, вообще в последнее время вяжу только из остатков пряжи, чтобы все это извязать и потом покупать хорошую пряжу. Да, но здесь у меня получается опять китайская пряжа, Канси Данбай, я уже про нее как-то говорила в видео, и обычный хлопок также. Вот чуть-чуть осталось, это на рукава, я не знаю, хватит или нет, потому что синие у меня еще есть, и вот этих голубых там чуть-чуть совсем маленькие остатки валяются, но я надеюсь, что хватит. В общем, что это такое? Здесь просто прямоугольники, которые вот так будут сшиваться по плечам. Горловину я, скорее всего, буду как-то обрабатывать, потому что видео там не обрабатывается, скорее всего, я буду что-то делать. Она еще будет такая немножко укороченная, как кроп-топ. Я часто ношу майки и джинсы высокие, поэтому будет хорошо, я думаю, смотреться именно в коротком варианте, но на длинный мне бы не хватило. Изначально я набирала где-то 75 петель. Получилась очень длинная кофта, я была уверена, что вот этого голубого мне точно не хватит, поэтому мне пришлось там все это распускать, чтобы всего хватило. Также от самого мастер-класса отличается тем, что у нее крючок побольше, 4,5. Я вязала крючком номер 4, и если бы я связала, вот как в мастер-классе представлено, всего 4 полоски, вот так, тогда у меня получилось бы совсем в обтяжку, такая водолазка, мне не хотелось. Я добавила еще один ряд от себя, то есть вот здесь синяя и вот эта голубая. Конечно, мне сначала казалось то, что пятая линия будет немного некрасиво смотреться, потому что она как будто бы здесь посередине что-то делит. Ну, вроде как нормально. Я думаю, что в цельном изделии будет все это красиво выглядеть. Вот, поэтому, да, сейчас буду довязывать 2 рукавчика, соединять. И также я сейчас вяжу, не вяжу, а распустила, в общем, ручку у сумочки, которую я вам показывала и в предыдущем влоге, и в Телеграме тоже делилась. Ручка короткая, но сумочка очень красивая. Я решила ее распустить, чтобы заново связать побольше, подлиннее, потолще. А дальше я эту сумку себе оставлять не буду, подарю ее своей подруге-китаянке, потому что она любит, как и многие, наверное, китаянки, всякие такие какие-то милые вещи. Вот, надеюсь, что она будет рада, потому что когда я только училась вязать, пробовала, точнее, в Корее вязать, я ей вязала шарфик, шапку. Вот шапку у меня есть, фотографию сюда вставлю. Шарфик был обычный черный шарф с столбиками, с накидом, но даже это ее очень сильно удивило. И также я ей вязала какие-то резинки, то есть на обычную резинку я обвязывала столбиками с накидом. Вот, и она вообще говорила тогда, что я такая волшебница, как это возможно? Ну вот, видимо, китаянки, надо будет у нее спросить, когда мы встретимся. Возможно, они в школе и ничем таким не занимаются особо, как бы в молодости, да, можно сказать, нас этому обучают, мы что-то там в школе шьем, вышиваем по чуть-чуть, вот, а возможно, они ничего это не делали. Я не помню, спрашивала ее или нет, но вот в этот раз, когда я подарю ей сумочку, я спрошу у нее. Рукав будет, кстати, идти вот так. Я уже прикладываю, смотрю. Очень мне нравится. В общем, такая вот идея из остатков пряжи. Вообще на канале этой девушки, как я говорила еще в подборке, что вязать к осени, очень много классных мастер-классов, достаточно понятных и для новичков, и для продолжающих.
Здесь рисунок, в принципе, обычный, но вот эти вот полосы голубые, они вяжутся не просто там столбиками с накидом, без накида. Это так интересно чередуется. Например, в одном ряду мы по очереди вяжем столбик с накидом, без накида, с накидом, без накида, с накидом, без накида. Начинаем следующий ряд наоборот, без накида, с накидом, и чтобы они как бы друг на дружкой были, получается какой-то такой цветок, как будто бы волна, роза. Вроде все так просто, но я об этом как-то сама раньше не додумывалась. Хорошо, что существуют мастер-классы, в которых люди делятся своим опытом. Это очень ценно. Поэтому цените мастер-классы бесплатные, ставьте всем лайки. Да. Очень быстро монтируешь. А я, кстати, мне очень нравится монтировать. Тимур вообще мне как-то говорил, что мне надо идти работать. Ой, да, началось. Не работать сначала, а идти поучиться на монтажера и потом работать с ютуберами. Я думаю, если кому-то делать, я не хочу кому-то другому делать. Мне кажется, если буду кому-то другому делать что-то непонятное, мне будет, ну, во-первых, тревожно за правки вот эти вот всякие. Так мило. Я люблю вот именно красный почему-то мухомор. В магазине на полках вязаные цветочки в горшочках. Такие разные, симпатичные. У него, получается, нам Не, он уже в вазе стоит. Не, я имею в виду, Мне типа, кажется. если вязать. А, да. Если вязать такое, то покупать отдельно что-то. Бонсай, короче, они здесь назвали так интересно. Бонсай. 79, 89. Подготовка к Хэллоуину. Разные штуки. Ну да, я во влог сейчас. Тыковки. А ты можешь показать мне сережки? Ничего себе. Прикольная. Мне нравится. Сейчас я быстренько сниму сережки. Мне, кстати, сложно что-то вязать, надо еще придумать, что связать. Потому что меня половина всех этих вещей пугает, капец. Я была сейчас на встрече с подругой, возможно, видели, скорее всего, я вставлю, да, предыдущие кадры с прогулки из торгового центра, и она мне привезла некоторые интересные такие вещи. Украинский чай. Прикольно, я ни разу не пробовала. Так, называется Sun Gardens. 1000 ночей Шахерезады. Звучит очень вкусно, чай с ягодами. Черный. Шоколадка прикольная. Вообще обожаю вот такие орнаменты, как азиатские, восточные, славянские. Все очень красиво выглядит. Сразу понятно, что это вот что-то такое близко к нам. Еще не пробовала, будем пробовать. Самое интересное и необычное, что она мне привезла, я в кофейне вот это все доставала, смотрела. Это желудь. Это так мило, смотрите. Он еще на веточке. Есть еще один большой, но здесь шапочка отлетела, в принципе, не страшно. Я просто очень люблю такие лесные вещи. У меня была коллекция шишек, которую я очень долго собирала, но, к сожалению, во Вьетнаме из-за высокой влажности у меня эти шишки поплесневели. Я их долго чистила, что-то пыталась с ними сделать. Возможно, нужно было чем-то покрыть их, каким-то лаком, но этого не сделала и замучилась, короче, их чистить. В итоге мне пришлось их выбросить, к сожалению, но там были очень красивые шишки. Вот теперь нужно будет как-то охранять желуди, следить за ними. Да. Еще я так в шутку сказала, как бы перевези мне, пожалуйста, листья. Ну, может, не в шутку. Вот, у меня здесь такая коллекция листиков, я их в книжку убрала. Самые красивые, это, наверное, дубовые листы. Вот такой зеленый и такой вот. Я пока не знаю, что буду с ними делать. Может быть, как-то их спрячу тоже, чтобы с ними ничего не случилось. Просто так я их не смогу никуда повесить. Нужно будет их как-то, скажем, замуровать от влажности вьетнамской. Мало ли, вдруг тоже с ними что-то приключится из дома. У меня, кстати, на зеркале висит вязаный коричневый дубовый лист, зеленый. И теперь есть настоящий зеленый дубовый листик и такой, ой, светло-коричневый. Куда-то улетел. В общем, вот так, дружок. Но я, наверное, не буду сюда их вешать. Вдруг они рассыпятся. Они уже такие подсохшие. Лучше убрать. Так, я пробую новый ракурс. Немножко странно, но ладно. Тут вот мое лицо.
Хотела вам показать штучку, которую я начала вязать на спицах. Это кардиган по мастер-классу Кати с канала «Волшебное плетение». Изначально я так и брала эту пряжу на кардиган по мастер-классу данному, но потом что-то я передумала, несколько раз пыталась связать свитер, потом начала переживать, что мне пряжи не хватит, и решила вернуться к изначальному варианту, вязать кардиган. У меня сейчас связаны полочки. Левая, правая. Они, конечно, так закручиваются, я пока не разобралась, это всегда так закручивается или можно как-то избежать вот этих вот закрученных краев. Здесь еще есть убавки. Так, здесь я их отметила, вот. Так будет идти убавка с левой и с правой стороны. В принципе, вяжется очень быстро, очень легко. На спицах 8 миллиметров. Мне сейчас нужно будет связать спинку, она будет просто прямоугольником. И потом рукава. Рукава там, по-моему, как-то будут идти с прибавками, наоборот. Вот, ничего сложного. Не знаю, почему я раньше боялась так брать спицы в руки. Хотя изначально, когда я только начала вязать кардиган на спицах 8 мм, мне показалось, что это очень тяжело, потому что они такие крупные и постоянно петли слетали. Но потихонечку, потренировавшись, я привыкла уже, кажется. В другом освещении покажу вам чуть посимпатичнее. В целом у нас темно, тут фантики от моих булочек. И сейчас мне нужно будет перемотать пасму. Вот. Мне кажется, перемотка пасмы это так сложно, потому что первую я вообще решила руками. Представляете, я просто ее как-то разложила на кровати и руками вот так перематывала. Она постоянно у меня опять путалась. Но сейчас я пойду за за вот эту перематывающую машинку. Пока не понимаю, как мне это все расположить. Где-то видела, что люди вешают на стенку, чтобы она, потихонечку вот так спускалась, нить, как и должно быть. А так, не знаю, пока что немножко сложный процесс, мне кажется. Но вообще пряжа очень красивая. Давайте еще раз покажу вам, что это такое. Вот. Первый раз слышу про эту пряжу. Но напоминаю, что она мне досталась за донат. Очень приятная. Мериносик. Сейчас, конечно, в таком будет жарко ходить, но я надеюсь, что зимой в Вьетнаме хотя бы немного станет прохладно, и такой кардиган мне точно пригодится. Резинка, кстати, тоже симпатично получается. Когда я только первый раз начала набирать резинку, она получалась такой растянутой. Мне прям не нравится растянутое и расхлябанное вязание, потому что спицы большие, крупные. Вот, я старалась сначала вот здесь прям все очень вплотную вязать, чтобы резинка получилась нормальной. И, насколько знаю, чтобы получалось изделие красивое, резинку обычно вяжут на спицах поменьше, само изделие на спицах побольше. Но у меня не было поменьше, либо они совсем маленькие, например, 4,5. Это самые крупные спицы после вот 8. Думаю, что для 8 можно было бы, например, 6, наверное, взять, либо 6,5, 7. Но у меня таких спиц нету. Поэтому я думаю, мне нужно будет в скором времени покупать спицы разъемные, чтобы не покупать миллион разных лесок, то есть спиц на лесках, миллион разных обычных спиц, носочных, да. Думаю, нужно будет какой-нибудь набор приобрести, но чтобы он был не очень дорого. Спицами я уже полюбила вязать, мне очень нравится. Прям красиво все идет. Петельки еще не совсем ровные. Где-то у меня даже есть на самом деле дырочка. Вот на первой. Я вязала, пока смотрела фильмы. Вот. Я как-то здесь упустила что-то. Заметила это очень поздно. Практически уже на том моменте, когда довязала эту часть. Не знаю, как это исправить. Распускать мне, если честно, не хочется пока что. Я думаю, просто изнутри как-нибудь иголкой, может быть, с ниточкой подвяжу, и, в принципе, будет не так сильно заметно. Но, конечно, вот так как будто бы видно, потому что здесь, видите, нить, она такая разноцветная, выбивается. Может быть, когда растягиваешь, видно, а в таком положении не очень. Тем не менее, все равно я бы хотела это запрятать иголочкой. Очень долго я перематывала пасмы, вот у меня получилось. И знаете, я только сейчас заметила то, что они разных цветов. Даже если посмотреть на передние, на обе полочки, правая и левая чуть-чуть совсем отличаются, потому что одна из них такая более светлая, какая-то блеклая, такая потертая, вторая чуть поярче. Хотя здесь на камере не совсем заметно, но в принципе
они похожи. Здесь больше темного цвета, темный синий, здесь побольше голубого цвета. И вот так, если посмотреть на клубочки уже готовые, то, наверное, будет прям супер заметно, что вот это очень нежная получается. Ну, не очень нежная по сравнению просто с левой, которая вообще очень синяя и коричневая. Ее, кстати, здесь нет. Это, по-моему, пасмы ручного окрашивания. Видимо, они так неравномерно окрасились, что кое-что получилось нежным таким, и другая партия очень яркая. У меня здесь есть еще одна пасма, вот, просто она у меня получилась такая неаккуратная. Эти цвета тоже, скорее всего, темные, то есть они будут сочетаться вот с этой большой. И есть у меня еще такие небольшие остатки. Я начинала вязать крючком жилетку, но передумала. По-моему, вот эти вот, то, что от жилетки, они будут подходить к тому, что я уже связала. Поэтому вот это я буду использовать на рукава. И вот эту на спинку. Возможно, от спинки что-то останется и хватит на рукава. Надеюсь, что вот этого хватит на кардиган. Иначе, если не хватит, мне придется чуть-чуть на рукава добавлять вот этих цветов. Возможно, можно сделать темные рукава. Короче, не знаю. Сначала сейчас буду вязать спинку из вот этого моточка. И там уже посмотрим, что останется. Но, конечно, ты меня подставил. Такой вот темный, синий. Я даже не заметила. Может быть, так и было. Может, это вообще разные цвета. Я просто не обратила совсем внимания. Мне казалось, что все 5 пасм совершенно одинаковые. Вот, поэтому это пока откладываю. Можно будет из него какую-нибудь жилетку потом связать. Вот, а так, в принципе, должно хватить 3 моточка, 3 пасмы на вот этот вот кардиган. Хотя я его делаю длиннее, чем в мастер-классе, там в окне кричат, я окно не закрыла. Ну, просто очень хотелось поделиться, прежде чем я пойду сейчас вязать спинку, показать вам, что вот такая вот оказия случилась с цветами. Либо я просто невнимательная. Самое красивое освещение в 4 часа дня у нас вот с этой стороны, потому что сторона у нас не солнечная, но свет немножко падает. Однако это самое шумное время, потому что здесь идет стройка, там вечером начинается караоке, но вот стройка, она не заканчивается, наверное, до 6 вечера. В общем, я подключилась даже без микрофона, потому что хочу показать вам сумку, которую связала, пока я ее не отдала. Еще не успела кончики спрятать, вот мне сейчас нужно будет это сделать, потому что сегодня вечером придет подружка, и это я для нее вязала по своему же мастер-классу на сумочку. Оставлю ссылку. Вязала я ее из металлической пряжи. Было очень неудобно, мне очень не нравится, если честно, металлической пряжей вязать, но хотелось как эксперимент попробовать, что это вообще такое. Выглядит интересно, только нужно расправить цветочки, они здесь очень заворачиваются сильно. Мне сестренка сказала, что похоже на губку для мытья посуды, но реально, этот цвет, он напоминает чем-то губку для мытья посуды, но по ощущениям сумка, кстати, не жесткая, она очень даже приятная, потому что это металлик такой мягкий, хотя выглядит как будто бы реально губка для мытья посуды, такая жесткая, которой можно что-то поцарапать. Вот. Ручку я сделала сверхдлинную, потому что я до этого подруге тоже вязала несколько вещей, и всегда ручка оказывалась короткой. Я прям на всякий случай сделала с запасом, пусть она там либо разворачивает, либо вот так вот носит с завязанной. Сейчас положу я внутрь вот этот блокнот и покажу, как сумка будет выглядеть в деле. Вот на завязке, с завязкой она будет вот так выглядеть. По-моему, симпатично. Напоминает чем-то детские сумки, которые были в детстве у нас. Может быть, цветочки еще раскроются, но что-то они обратно заворачиваются. Как бы я их не раскрывала, постоянно заворачиваются обратно. Это вот у меня в сумке ежедневник. В принципе, неплохо. Мне нравится, как это смотрится. Чуть-чуть провязала спинку. Я вроде сегодня начала или вчера, не помню. Что-то у меня все запуталось. Либо я вчера вечером начала, либо сегодня. Пока провязала вот столько. Спинка будет широкая, так как кардиган оверсайз. Здесь я набирала где-то 76 петель. У Кати в мастер-классе 80.
Здесь, слава богу, цвет совпадает с полочками, и пока что все нормально. Однако я все равно не уверена, что хватит на рукава этого цвета, поэтому что будет, то будет. Мне в целом очень нравится, даже если разноцветное получится полотно, будет, думаю, красиво смотреться. И я влюблена в резинку 2 на 2. Не думала вообще-то, что мне нравится взять резинку, потому что я как-то давно пробовала вязать на спицах, и резинка для меня была мучением, потому что я пробовала вязать на спицах шарф, и если бы весь шарф пришлось вязать резинкой 2 на 2, тогда я бы точно не стала этого делать, но сейчас я задумываюсь, что можно было бы связать шарф резинкой 2 на 2. В принципе, она меня теперь устраивает. Но пока что я хочу отложить это дело. И мне все-таки нужно довязать ручку, потому что я ее начала распускать, распустила и что-то дальше забыла про нее. Я вам сказала, что собираюсь подарить своей подружке-китаянке, но я же не сказала, где она, что, да как. В общем, у меня есть подруга, ее зовут Мэйлин. Мы с ней познакомились в Корее, в университете, мы жили в одной комнате в общежитии. Вот это я веду к тому, что мы с молодым человеком наконец-то летим в Сеул. Это очень близко, билеты дешевые, но всегда останавливало то, что проживание там не так дешево стоит. Ну, в принципе, пока сделаешь кету, это электронная виза, мне прям все вот эти вот суматоха вся с документами и с бумагами очень не нравится. Вот, ну, в этот раз решили все-таки туда поехать, едем на неделю, и я решила эту сумку подарить Мэйлин, потому что она любит разные такие вещи, очень милые. Поэтому пока откладываю процессы все и начинаю вязать ручку. Хотя я думала, что у меня, возможно, получится даже успеть связать кардиган и поехать в нем в Корею, но я не уверена, что в дневное время он мне понадобится, потому что там должно быть днем пока что жарко, тепло. А это меринос. Мне кажется, что он будет все равно как бы тепленьким греть. На вечер, скорее всего, будет хорошо, но я не думаю, что успею, поэтому не буду торопиться, так как сегодня среда, а ехать нам уже в субботу. Я не хочу торопиться вязать кардиган там с пропусками петелек, поэтому ладно, поеду в том, что есть. Хотя хотелось просто фотографии поделать. Я еще думала, может быть, успею связать синюю кофточку крючком. Не знаю, видно вам в камере или нет, я снимаю сейчас себя на главную камеру, хотя на влогах я обычно этого не делаю, вот, потому что мне на влогах как-то лень краситься, вот, я уже говорила, да, 100 раз об этом, ну ладно. Мне очень нравится снимать такие видео, как идеи для вязания какого-то, либо просто болтательные видео, где мне не нужно там много раз что-то снимать, склеивать. Вот для тех видео я очень прям стараюсь выстроить картинку, кадр, накраситься, там прихорошиться, но в таких вот вязальных влогах все равно хочется быть, ну, такой более как бы естественной, потому что если в вязальном влоге, для вязального влога постоянно выстраивать кадр, краситься, а я выстраиваю кадр красивый очень долго, потому что мне надо, чтобы там все было ровно, идеально, и подстроиться под время суток, ну, подстроить, точнее, картинку. Вот сейчас на улице темно, и у меня, получается, стоит одна лампа, сзади вторая, и все, как бы картинка уже не такая красивая, как в том видео с идеями для осеннего вязания. Ну и там меня, мне кажется, украшает очень ярко-розовый цвет, хотя я девочкам уже в Телеграме, по-моему, говорила, что я поняла, что я не люблю наряжаться, и какие-то вот эти вот вещи, которые я покупала для себя весной в секонд-хендах, очень яркие и броские, роскошные. Я решила их продать, отдать. Ну, мне никто не купил, конечно, я просто подарила девочкам, кому там по размеру подходят. И какие-то еще пакеты у меня, кстати, стоят. Я думаю, просто их отдать на благотворительность. Но, к сожалению, детский дом, в который мы до этого ходили с русскими девочками, он перестал сотрудничать с нами. Как бы мы были нелегальными, можно сказать, помощниками, волонтерами, поэтому сейчас нужно что-то новое искать, где все это будет легально, чтобы пойти и хорошие вещи отдать. Что-то я немножко перетрудилась, и пока разматывала ручку, я размотала немножко ряд. Но думаю, ничего страшного, здесь просто идут столбики с накидом. Потихонечку буду вязать. Пока я вяжу сумку, хочу вам рассказать немножко о фильмах, которые я посмотрела осенью, которые можно посмотреть под вязание, потому что часто я смотрю такие фильмы, которые требуют пристального внимания, чтобы не упустить красивый кадр, какие-то моменты. Наверное, из-за того, что еще я люблю смотреть фильмы с субтитрами, мне хочется прям погрузиться в весь процесс просмотра. Но осенью это я смотрела очень много фильмов под вязание, в озвучке русской.
потому что там часть фильмов на русском языке и часть иностранных. Хочу начать с фильма, который я смотрела 1 сентября. Мне очень нравится смотреть фильмы конца 90-х и начала 2000-х. Они как-то по-своему уютные и необычные. Я не знаю, как это писать. С какой-то стороны они и глупые, вот если мы говорим про мелодрамы, драмы и рамкомы, да, все правильно. И особенно мне нравятся фильмы с Джулией Робертс, хотя я бы не сказала, что она моя любимая актриса. Это одна из самых любимых актрис моей мамы. Но фильмы с ней я очень люблю, и в этот раз я посмотрела фильм, который называется «Notting Hill», про писателя, нет, не писатель, он просто, получается, мужчина, работает в Лондоне в магазине книжном, но этот книжный магазин продает только книги-путеводители, то есть путеводители по странам. И вот к нему один раз заходит в магазин Джулия Робертс. Ну, она там, кстати, в фильме тоже актриса популярная, американская. У них там, получается, закручивается роман. Я не люблю такие отношения, когда ничего не понятно, вот вы вместе, потом не вместе, но понятно, что это драма специально для фильма, и в кино такое смотреть интересно. Этот фильм мне понравился просто за атмосферу и за картинку, кадр, как это снято. Вот не знаю, мне какое-то очень теплое чувство приносят такие фильмы. Также Джулия Робертс из старых, из-за того, что я смотрела не в этом сентябре, а вообще когда-то там давно, мне очень нравится «Улыбка Моны Лизы». Его я хочу пересматривать этой осенью. И мне нравится фильм «Мачеха». «Мачеха» немножко грустный фильм, но, насколько я помню, там очень много кадров таких осенних, в пальто, в шапочках, в шарфиках. Вот, может быть, если мне будет не лень, я какие-нибудь кадры я сюда вставлю из этого фильма. Второй фильм, который я посмотрела, также действие его происходит в Лондоне. Называется он «Мисс Петтигрю». Педигрю, либо Петтигрю, я так и не поняла, через Т, либо через Д, у нее фамилия пишется. Это тоже такой немножко глупый, романтичный фильм, хотя там было столько слезливых моментов, я, честно говорю, расплакалась, наверное, раза 3. Не прям чтобы навзрыд, просто мне было почему-то очень как-то тронуло, в общем, меня некоторые сцены. Если вы будете смотреть, может быть, будет понятно, какие сцены могли затронуть струны моей души. Во-первых, очень красивый фильм, потому что он снят в наше время, но действие в фильме происходит где-то в 30-е, по-моему, годы, либо в 40-е, близко к 40-м, мне кажется, годам. Опять Лондон, там у нас снова актриса, но она пока что не совсем успешная. И вот к ней однажды приходит женщина, можно сказать, бездомная, безработная, которая случайным образом становится ее помощницей, как секретарь по дому, в общем, она все ей помогает. Очень такая забавная женщина. Мне понравилась. Вот она меня действительно смешила, подняла настроение. Я прям весь фильм улыбалась. И плакала, и улыбалась. И музыкальное сопровождение. Я просто очень обожаю джаз в любой его форме, с голосом и без голоса. Ну, то есть просто на музыкальных инструментах и с вокалом. Такая музыка, она задает тон фильму. Особенно когда мы смотрим какие-то такие вот осенние фильмы, мне очень нравится. Ну, я не знаю, может, вы заметили, что я также сама люблю использовать как музыкальное сопровождение к моим видео какие-то джазовые песенки. Если не ошибаюсь и ничего не пропускаю, то дальше я начала смотреть подряд советское кино. Я посмотрела фильм «Осенний марафон», и потом у меня начался такой марафон советских фильмов. Советские фильмы тоже очень хорошо подходят под вязание, ну, смотря что, конечно, вы смотрите. Я посмотрела все фильмы, на мой взгляд, уютные. Они, конечно, с какой-то стороны были грустными и, ну, возможно, такие тяжелые, тяготящие, потому что в жизни там тоже у людей происходили разные вещи. И в этом фильме главный герой — писатель-переводчик, что мне тоже очень понравилось, потому что мне близка тема книжная, я люблю литературу, меня интересуют переводчики, ну и в целом просто иностранные языки. И вот у этого человека случаются в жизни разные вещи. Во-первых, у него есть жена, есть любовница, много дел, и все им пользуются, он не может никому сказать «нет». Вот его коллега там по работе попросила: помоги мне перевести текст, книгу, рассказ, и в итоге он как будто бы с самого начала ей все переводит, но, конечно же, деньги получает она. В общем, не может он отказывать, и вот ему предлагает один мужчина пойти в лес за грибами, либо выпить водки, чего там еще. Он не хочет этого делать, но соглашается.
И я в этом главном герое немножко нашла себя в том плане, что мне тяжело иногда отказывать людям. Я, конечно, в последнее время начала это в себе замечать и менять. Чтобы вас не обманывать, я сейчас загуглила фильм режиссера Георгия Данелия. Я его знаю, потому что я хочу посмотреть у него очень много картин, которые я еще не смотрела. Это «Мимино», потом «Афоня» и «Я шагала по Москве». Я не смотрела ничего из этого. Возможно, смотрела как-то в детстве. Так, мельком по телевизору, но чтобы сесть и сознательно посмотреть вот через компьютер, такого не было. А актера зовут Олег Басилашвили. Я с ним смотрела... Так, что я с ним? «Курьера» я смотрела. Это любимые фильмы его дедушки. Так, и я смотрела «Служебный роман». Ну, еще посмотрела «Вокзал для двоих». Это как раз-таки следующий фильм, который я посмотрела в этом осеннем марафоне, так сказать. Там еще снимается Людмила Гурченко, она такая красотка, и у нее голос необычный. Фильм очень длинный, как по мне, потому что я, если честно, больше всего люблю смотреть фильмы, которые идут 1:30, 1:40. Немножко пугает длина 2-часовых фильмов, потому что иногда мне не хватает терпения, ну или просто времени сесть и посмотреть залпом весь фильм. И обычно 2-часовые фильмы и те, которые идут больше 2 часов, 2:30, 3 часа, я смотрю, наверное, за 2 присеста. Не бывает так, чтобы я раз села и посмотрела. Мне обязательно нужно приготовить кушать, еще что-то поделать, там поработать. Поэтому этот фильм я посмотрела, и он мне очень понравился. В «Вокзале на двоих» тоже такая история интересная. Мужчина едет к своему отцу на поезде, он осужден, не скажу пока за что, чтобы не было спойлеров, вдруг вы захотите посмотреть. Я сюда для привлечения внимания буду иногда красивые какие-то кадры из фильма вставлять, потому что мне тоже очень нравится, как во многих моментах, во многих кадрах режиссер ставит свет, и это напоминает фильмы Вонга Кар-вая очень. Я люблю Вонга Кар-вая, и когда много вот каких-то таких синих, красных, розовых и зеленых оттенков. И последний фильм, который я посмотрела, тоже советский, называется «Самое обаятельное и привлекательное». Очень смешной такой фильм. Вот он, наверное, такой самый улыбчивый, то есть из всех 3 советских фильмов он больше всего заставил меня улыбаться чаще всего. Такой позитивный фильм. И Ирина Муравьева тоже, не знаю, мне она очень нравится. Я представляю себя в фильме советском. Ну вот если бы я играла вдруг в советском фильме кого-то, то я бы играла, наверное, какие-то вот такие роли, как она. И там в фильме у нее есть подруга, которую зовут Сусанна. Она такая статная женщина, которая психолог там какой-то. В фильмах мне очень нравятся кадры. И музыка тоже. Очень тепло, уютно, мило, по-доброму. Перед поездкой, вот нам осталось сколько, 3 дня на подготовку, сегодня среда, в субботу ночью мы уезжаем. Мне сейчас нужно для себя решить, что мне нужно купить. Вообще в планах у меня не было ничего, что я бы хотела купить, прям закупиться очень-очень много всего. Самое базовое, что мне нужно будет взять, это уходовая косметика, немножко для увлажнения кожи, потому что в последнее время прям не хватает ей увлажнения, хоть у меня кожа жирная, но она все равно обезвоженная. Я очень тщательно изучаю корейские статьи, смотрю дерматологов, не просто блогеров бьюти, а вот именно дерматологов мне нравится смотреть, чтобы выбирать себе какие-то продукты. Так, потом я хочу поискать себе либо в книжном магазине, либо на винтажном каком-нибудь рынке, или в вязальном магазине книги о вязании. У меня ни одной книги о вязании нет, какие-то журнальчики просто есть такие маленькие. Я хочу конкретную красивую книгу о вязании. Возможно, это будет книга о вязании спицами, какие-то узоры красивые, может, японские узоры, я такое очень люблю. Или просто что-то красивое о вязании, чтобы полистать. Там, потому что в винтажных магазинах часто продается японская литература, и наверняка что-то из японских книг о вязании тоже можно будет найти. А что касается пряжи, над этим мне нужно прям заранее подумать очень серьезно, потому что я сейчас не коплю пряжу, я ничего не покупаю нового уже
ну, получается, все лето, и в сентябре ни одного нового клубка я не приобрела. Летом только задонатила мне Катя мешок с пряжей, и сама я покупала там где-то 3 клубочка, из которых вязала шапку красную, чепчик точнее с рожками, ну и какие-то свои тут мелочи. Итак, я хочу решить для себя, что мне конкретно нужно. Я не буду покупать прям очень много пряжи, потому что понимаю, что я не смогу в скором времени все это связать. Нужно определить из того списка, который я составляла вот на осень, предыдущее видео, что я хочу связать первым делом. Мне, конечно же, хочется связать первый кардиган, вот этот полосатый, но пока что не уверена, что у меня на него хватит и сил, и навыков, поэтому, наверное, нужно что-то начать простое. И я очень хочу купить бобинную пряжу, потому что у меня не было ни одной бобинки еще никогда в жизни. Мне очень интересно, что это такое, как с этим работать. Если брать бобину, я думаю, мне нужна какая-то пряжа не толстая, в чем я не буду потеть, потому что во Вьетнаме, снова скажу, зима не такая жаркая, хотя здесь бывают холодные вечера, день тоже может быть холодный во время дождя. Но все равно в прошлом году я, когда зимой одевалась и куда-то ходила, максимум надевала на себя джинсовку, и под джинсовку может быть какой-то свитшот. Поэтому мне нужно что-то, что я смогу носить во Вьетнаме круглый год. Поэтому я пока что склоняюсь в сторону чего-то хлопкового, может быть лен, или какую-то примесь, смесь чего-то. Я пока не разбираюсь в этом очень хорошо, но у меня, к счастью, будет проводник. Мы должны встретиться с Катей, может быть, вы ее знаете, которая вязала на ютубе плед красивый с цветочками. И думаю, что она мне подскажет, какую пряжу взять, потому что я не хочу взять пряжу, чтобы она просто так у меня валялась. Вот. Я сейчас начала готовиться к поездке в Сеул. Мы завтра улетаем вечером, и вот только сегодня я решила постирать вещи и что-то вообще подобрать в гардеробе. Пока непонятно, там по погоде что как будет. Пытаюсь что-то вместе составить красивое. И вот для подружки я довязала сумку, точнее изменила ручки. Сделала все-таки обвяз столбиками соединительными, потому что с накидом, если делать, либо без накида, сумка будет идти вширь. Поэтому соединительными столбиками я провязала за заднюю стенку 4 ряда. А ручки я решила делать отдельно, то есть обычно я вязала непрерывно. Когда набираешь петли, идешь вот так по кругу, первую ручку, вторую, туда-сюда. Вот здесь остается такое небольшое, как донышко, прорезь. Но мне так не очень нравилось, поэтому я решила отрезать нитку и уже отдельно потом каждую ручку соединять. Здесь соединила, 100 петель набрала сюда. И тоже интересно я сделала в этот раз. Не вязала ручку только соединительными петлями, потому что она очень сильно скручивалась и казалась какой-то странной. Поэтому я сделала первый ряд соединительные. Посередине у меня полустолбик с накидом. И второй ряд, третий точнее, снова соединительные петли. То есть здесь у меня всего 3 ряда, и таким образом мне ручка больше как-то нравится, чем соединительными петлями полностью, если делать. Вот. 100 петель. Я уже потом покажу, как она будет смотреться на моей подружке. Надеюсь, что сумочка ей очень понравится. Вообще мне очень нравится, на самом деле, этот цвет. Я же для себя изначально вязала эту сумку, но носила ее всего один раз из-за того, что ручка была короткая, и длина вот эта, которую я сейчас делала, набирала на крючке 3 мм, 100 петель воздушных. Мне прям очень нравится. Цветочек такой симпатичный. Да и вообще она выглядит достаточно аккуратно, так как вафелька. Мне очень нравится. Думаю, туда может много всего поместиться. Пряжа какая-то. Вот, моя подружка такая же маленькая, как я, и ей не нужна, думаю, сумка длиннее. Вот, все под миниатюрную китаянку подстроено. Это я не про себя, про подружку. Вот. Если вам интересно посмотреть, как эта сумка будет смотреться на Мэйлин, я обязательно сниму и вставлю эти кадры. Еще очень хочу ее реакцию снять. Не знаю, как она сейчас реагирует, но раньше, когда вот я ей вязала какие-то мелочи, она прям очень бурно реагировала, и ей не верилось то, что я сделала это своими руками. И я снимаю эту заключительную часть также в пятницу.
Пятница, день, вот, вещи потихонечку собираю, решила постирать там какие-то вещи, все еще ничего не собрала в чемодан тоже решила протереть, как обычно. Знаете, вот в последнее время не особо хочется реально париться там с какими-то вещами, потому что когда куда-то летишь, хочется взять просто рюкзак или какую-то сумку, и все налегке. С другой стороны, думаешь, ага, мы едем в Сеул, там хочется выходить на улицу как-то более, ну, не знаю, опрятно, что ли, красиво, потому что очень много модных каких-то таких мест. Мне, в принципе, вообще без разницы, я спокойно и в свое студенческое время могла ходить и без косметики по Сеулу, и просто в пижаме какой-то, потому что многие школьники и, ну, люди, которым без разницы так делают, вот, но все равно, когда ты ходишь в какие-то места для шопинга и, можно сказать, такие люксовые, лакшери, фэнси кафешки, тогда хочется выглядеть более прилично. Довязав ручку вот этой желтой сумочки, у меня что-то так болят пальцы и кисти, потому что там, видимо, соединительные петли вот этой пряжей. Сейчас покажу, кстати, из чего я вязала. Это вьетнамский шнур, очень красивый. Уже много раз он получал комплименты. Кто-то даже спрашивал, есть ли доставка. К сожалению, магазины не доставляют никуда, кроме Вьетнама, вот только по Вьетнаму. Даже если я вам там кому-нибудь буду отправлять, мне кажется, это будет невыгодно именно по почте. Я-то своим родным ничего не отправляю по почте. Как-то выгоднее попросить кого-то, кто-то сюда приезжает, и передать. Вот так обычно передаем. Да. И вот я вязала крючком номер 3, когда делала соединительные петельки, было прям очень тяжело, ну, стандартный крючок, поэтому у меня руки болят, и в поездку я, скорее всего, не буду брать никакое вязание, чтобы отдохнули руки, и спина, и глаза. Буду много ходить, гулять, хочется побольше побывать на природе, в горах где-нибудь. Если вдруг вам интересно, вы можете приходить также на мой телеграм-канал, я там постараюсь не сильно спамить, и из поездки только такие полезные, какие-то интересные и красивые моменты выкладывать, постить. В универ свой хочу сходить. Я училась в Южной Корее, если кто-то новенький на моем канале. Посмотреть, как там что изменилось, ну и в целом ощутить, изменилось ли мое отношение к этой стране, к этому городу. На этом я буду заканчивать. Спасибо большое за просмотр этого видео. Встретимся в следующем вязальном влоге, ну почти вязальном влоге из Кореи. Пока!